Большинство жителей Харькова любят свой город и гордо носят имя харьковчане. Есть горожане, которые делают очень многое, чтобы о Харькове узнали не только на территории Украины, но и за ее пределами. Это выдающиеся музыканты, актеры, спортсмены, политики и другие. Все они достойно представляют наш город в своих сферах деятельности. В этом видео предлагаю вам вспомнить тех харьковчан, благодаря которым мы гордо можем сказать, что Харьков – наш родной город. Эти люди внесли весомый вклад в историю, науку и культуру нашего города. Василий Назарович Каразин был украинским ученым, инженером, общественным деятелем и просветителем. Каразин является основателем Харьковского университета, первого университета на территории Восточной Украины, который сегодня носит его имя. Каразин сделал огромный вклад в развитие науки и образования в Харькове. Первый памятник этому ученому был установлен в городе еще в 1905 году. И хотя его неоднократно переносили с места на место, сейчас он расположен возле входа в главный корпус ХНУ имени Каразина. Григорий Федорович Квитко-Основьяненко был украинским писателем, драматургом и журналистом. Почти всю жизнь Квитко-Основьяненко прожил в Харькове. Лучшие произведения писателя были написаны на украинском языке, что для начала XIX века считалось даже революционным. В Харькове имя писателя носит одна из центральных улиц города. Там же в середине 90-х годов XX века был установлен его бюст. Илья Ефимович Репин был художником-живописцем, академиком и ректором Императорской академии художеств. Илья Репин – автор таких известных картин, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван Грозный и его сын», а самым известным является его полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта картина прославила не только Репина, но и историю украинского казачества. Первый законченный эскиз этой картины маслом находится в Третьяковской галерее, а вот второй вариант работы, который так и не был закончен, находится в Харьковском художественном музее. Кстати, Илья Ефимович Репин родился в городе Чугуев, Харьковская область, 24 июля 1844 года. Илья Ильич Мечников. Мечников был ученым, который имел широкие познания во многих отраслях – биологии, эмбриологии, иммунологии, физиологии и других. Кроме того, Мечников увлекался весьма интересной наукой – геронтологией, рассчитывая продлить жизнь человека. В 1908 году ученый стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины за основание теории клеточного иммунитета. Илья Ильич Мечников являлся одним из первых представителей Харькова на мировой арене. В 2016 году возле главного корпуса ХНУ имени Каразина был открыт постамент 3 нобелевским лауреатам, среди которых есть и Илья Ильич Мечников. Алексей Николаевич Бекетов. Бекетов был выдающимся архитектором, который в значительной мере сформировал внешний облик нашего города. Более 40 зданий было построено в центральной части Харькова именно по проектам Бекетова. Самыми известными проектами считаются здания библиотека имени Короленко, театр кукол, художественный музей, дом ученых.
Харькове Бекетов считается ключевой для истории города фигурой. О нем не забывают и сегодня. Имя Бекетова носит одна из станций Харьковского метрополитена, а в Харькове архитектору было поставлено два памятника. Один на улице Сумской, второй на улице маршала Бажанова, которому в 2013 году было присвоено имя Бекетова. Николай Павлович Барабашов был академиком, астрономом, основателем Харьковской школы планетологии. Благодаря усилиям Барабашова был открыт Харьковский планетарий. В честь Николая Павловича Барабашова в Харькове названа одна из станций метрополитена, а по имени станции получил название Барабашовский рынок, крупнейший вещевой рынок в Украине. Клавдия Ивановна Шульженко была эстрадной певицей, актрисой, народной артисткой и участницей Второй мировой войны. Клавдия Шульженко является исполнительницей, ставшей впоследствии легендарной песни «Синий платочек». Благодаря исполнению фронтовых песен певица получила всесоюзное признание. В Харькове работает музей имени Шульженко. В экспозиции музея представлены ее личные вещи, концертные костюмы, документы и другие реликвии. Кроме того, не забывает о этой легендарной певице и нынешнее поколение. Местные художники нарисовали мурал с изображением Клавдии Шульженко на фасаде одного городского здания. Валентина Степановна Гризодубова. Гризодубова была летчицей, участницей Второй мировой войны. Свой первый полет, привязанная к отцу ремнями, Гризодубова совершила еще в 2,5 года. Самостоятельно подняться в небо ей удалось в 14 лет. Валентина Гризодубова установила 5 мировых авиационных рекордов, один из которых по дальности полета. В Харькове работает мемориальный музей-квартира семьи Гризодубовых, где можно узнать не только о знаменитой летчице, но и о ее не менее известном отце, изобретателе и летчике Степане Васильевиче Гризодубове. А благодаря харьковским художникам мы можем увидеть портрет знаменитой летчицы на фасаде одного из жилых домов в городе Харькове. Ирина Николаевна Бугримова. Бугримова была артисткой цирка, дрессировщицей львов, общественным деятелем. Именно эта харьковчанка являлась первой женщиной-дрессировщиком на территории Советского Союза. Под дрессировкой Бугримовой львы исполняли невероятно сложные номера. Ходили по канату, качались на качелях под куполом цирка, катались на мотоциклах и прыгали через огненные кольца. В Харькове имя Ирины Бугримовой носит площадь перед цирком. В 2010 году на этой площади планировали установить комплекс бронзовых фигур, среди которых должна была быть и дрессировщица. На сегодняшний день этот проект так и не был реализован. Людмила Марковна Гурченко. Куда ж без нее? Гурченко была актрисой театра и кино, эстрадной певицей, режиссером, сценаристом и писательницей. В фильмографии Гурченко более сотни фильмов, среди которых такие шедевры, как «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби». В Харькове до недавнего времени велись яростные дебаты, стоит ли устанавливать памятник Гурченко в ее родном городе. Все же было принято решение установить памятник в одном из скверов города. В 2016 году на фасаде дома, где Гурченко жила во время немецкой оккупации, появился мурал с ее портретом. Леонард Леопольдович Гиршман. Украинский профессор медицины, глазной хирург 19-го – начала 20 века. Основатель глазной клиники Харьковского университета. После этого он поступил на медицинский факультет Харьковского университета, который окончил в 1860 году. 11 марта 1914 года на заседании городской думы профессор Гиршман за исключительные заслуги был избран почетным гражданином Харькова. 19 октября 1906 года на заседании городской думы профессор Сумцов сообщил о необходимости создания в Харькове глазной клиники.
25 марта 1908 года была открыта городская глазная больница имени профессора Гиршмана. Располагалась она в малоприспособленном здании на окраине Харькова и имела всего 10 коек. Один из мотивов создания клиники – удержать Гиршмана в Харькове. Ценность деятельности Гиршмана неоценима. Его вклад в офтальмологию признан во всем мире. В Харькове его именем названа городская офтальмологическая клиника. Имя было присвоено еще при жизни Гиршмана. Также в городе названа его именем улица, а в 2009 году в сквере возле клиники установлен памятник. Василий Яковлевич Данилевский, физиолог, основатель и директор органотерапевтического института, ныне Институт проблем эндокринной патологии имени Данилевского, с 1919 по 1939 год. Данилевский обучался во второй Харьковской гимназии, после этого продолжил обучение во второй гимназии города Казани, где в местном университете его старший брат Александр Данилевский был профессором медицинской химии и физики. С 1886 по 1909 годы Василий Яковлевич был ординарным профессором кафедры физиологии медицинского факультета Харьковского университета. В 1910 году он становится первым директором и профессором физиологии Харьковского медицинского женского института. Его активной научной деятельности не помешали даже бурные революционные годы. В 1917-1920 он возглавлял кафедру нормальной физиологии Харьковского университета, а после закрытия последнего с 1920 по 1926 кафедру нормальной физиологии во вновь основанном Харьковском медицинском институте. С 1927 года и до смерти Василий Данилевский возглавлял основанным им органотерапевтический институт в Харькове. Значение Данилевского в медицине неоценимо. Благодаря созданию органотерапевтического института были спасены десятки тысяч жизней и дан толчок в развитии современной медицины. Кстати, именно здесь был разработан первый в Советском Союзе инсулин.